Всем привет! В этом видео я покажу, как связать такой красивый мотив крючком, как присоединить мотивы друг к другу, а также как вязать соединительный центральный мотив из таких, вернее, полотно из таких мотивов. В своем видео, где я показывала, что я купила эту пряжу Forever Simile, я сказала, что буду вязать юбку из мотивов и показала один мотив. Я уже начала вязать эту юбку, но она не является у меня сейчас основным процессом, и вяжу постепенно, понемногу. Так. После того видео стали поступать вопросы по этой юбке, просьба дать схему, и также просили показать, как вообще вязать этот мотив, особенно как соединить и как связать центральный мотив. Вот центральный мотив, вот основные мотивы. И я решила снять это видео, а затем уже, когда я свяжу юбку, мне еще здесь нужно будет определиться, как оформить верх. Здесь нужно будет разработать схему полумотива. Ну, я думаю, здесь несложно сделать будет, чтобы заполнить эти края. И я хочу немножко ее сузить к бедрам. Затем уже буду вязать вниз. Сейчас я вяжу количество мотивов, не знаю, не пересчитывала, примеряю на себя. Когда мне будет достаточно ширины, то я уже замкну вязание в круг, и затем уже буду думать, как сделать мне сверху, оформить резинку, и уже потом в видео об этой юбке я покажу, что я там придумала. А сейчас в этом видео я покажу, как вообще вязать такой мотив. Эту юбку я вяжу из пряжи Alize Forever Simile. Колор 298, 50 граммов, 280 метров. Состав здесь 96% микрофибра, акрил и 4% металлик. Она очень хорошо переливается. Но металлик мягкий такой, и дискомфорта он не доставляет. Очень красивая пряжа. Так, здесь... я сказала, в 50 граммах 280 метров. Пряжа очень тоненькая, поэтому как вязать этот мотив я покажу на более толстой пряже. Буду вязать на Alize Diva. Здесь в 100 граммах 350 метров, это тоже микрофибра. Акрил, они очень похожи, эти пряжи, единственное, что Diva толще. Номер цвета 130. И свяжу мотив на этой пряже, покажу, как соединить эти мотивы, когда вяжется в ряд, а затем уже как присоединить мотив. Вот у меня здесь один. Так. Как раз вот сюда нужно присоединить один мотив. Вот сюда присоединю и покажу, как вязать соединительный мотив. Уже покажу на этой пряже. Надеюсь, что будет видно. Схема выглядит так. Сначала вяжется основной мотив полный, затем они присоединяются друг к другу, когда вяжется первый ряд, а когда уже последующие ряды, то присоединяется и друг к другу в ряд, и к следующему ряду. Когда образуется центр, в центре вяжется соединительный мотив. Он привязывается уже к готовым большим мотивам. Для тех, кому достаточно схемы, ссылка на схему будет под видео, а для тех, кто не разбирается в схемах или просто интересно посмотреть, как я вяжу, то, пожалуйста, смотрите, как это вязать. Свою юбку я вяжу крючком 1,25, а сейчас мотив на Диве я буду провязывать крючком номер 2.
Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И замыкаем в круг соединительным столбиком. И теперь в это кольцо нужно провязать 24 столбика с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 воздушными петлями, накид на крючок и, вводя крючок в центр этого кольца, провязываем оставшиеся 23 столбика с одним накидом. При этом нить, которая образовалась от начала вязания, также подхватываем. Это второй столбик, третий, четвертый, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Если не помещается, двигаем немножко по кольцу. 21, 22, 23 и 24. И присоединяемся к третьей воздушной петле подъема. Первый ряд готов. Второй ряд. 3 воздушные петли подъема заменяют 1 столбик с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 столбик с накидом в эту же петлю, откуда вязали начало ряда. Дальше пропускаем 2 петли основания, в третью провязываем столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и в эту же петлю еще 1 столбик с одним накидом. Получаются такие галочки. И таких галочек должно быть 8 в круг. Продолжаем. Пропускаем 2 петли, в третью провязываем эту галочку. Столбик с одним накидом, 5 воздушных петель. Сюда же столбик с одним накидом. Это уже 3. Снова 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом, 5 воздушных петель. В эту же петлю столбик с одним накидом. Следующий столбик с накидом, 5 воздушных, столбик с накидом, 2 пропускаем, столбик с накидом, 5 воздушных, столбик с накидом. Следующая галочка.
И последняя. Столбик с накидом. Можно себя проверить, пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И присоединяемся к третьей воздушной петле подъема. Третий ряд. Сразу переходим в следующую арку из воздушных петель и провязываем крючок в эту арку, провязываем 1 столбик без накида и сюда же еще 1 столбик без накида, то есть 2 столбика без накида. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в эту же арку еще 2 столбика без накида. 1 и 2. 2 столбика без накида, 6 воздушных, 2 столбика без накида. Так в каждую арку воздушных петель. Сразу же переходим в следующую арку. И то же самое. 2 столбика без накида, 1, 2, 6 воздушных. Сюда же 2 столбика без накида. В следующую арку 2 столбика, 6 воздушных, сюда же 2 столбика. Так в каждую арку. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком к первому столбику без накида. Четвертый ряд. В четвертом ряду в каждую арку из 6 воздушных петель, которые мы провязывали, будем провязывать по 12 столбиков с одним накидом. Между ними столбик без накида. Так, соединительным столбиком прохожу к арке, соединительный столбик, и перехожу в центр первой арочки. Провязываю 3 воздушные петли, заменяющие первый столбик, и еще 11 столбиков с одним накидом. 2, 3, всего 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь столбик без накида нужно провязать. Вот в предыдущем ряду было в одну арку 2 столбика без накида и в другую 2 столбика. Столбик без накида нужно провязать между этими столбиками, между 2 и 2. Столбик без накида. И дальше опять в следующую арку 12 столбиков. Еще раз провяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И снова столбик без накида между столбиками без накида предыдущего ряда.
И так повторяем в следующую арку снова 12 столбиков. И до конца ряда так у нас будет 8 таких лепесточков. В конце ряда, после последнего 8-го лепестка, также столбик без накида между столбиками без накида предыдущего ряда, и присоединяемся к 3-й воздушной петле подъема в начале ряда. Вот 8 лепестков. 5-й ряд. Соединительным столбиком перехожу в следующий столбик, во второй, и провязываю 5 столбиков с одним накидом, в каждый по одному. Первый столбик заменяю 3 воздушные петли, следующий второй столбик, следующий третий столбик с накидом, следующий четвертый и в следующий пятый. По одному над каждым столбиком. 3 воздушные петли, и в следующие 5 столбиков также по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5. В последний столбик провязываю столбик с накидом незаконченный. То есть накид на крючок, ввожу крючок в последнюю петлю, вытягиваю нить и протягиваю через 2. На крючке 2 петли. Снова накид на крючок, ввожу крючок в первый столбик следующего лепестка. Вывожу нить, провязываю через 2, на крючке 3 петли. И теперь эти 3 петли вместе. Получается, что в последний столбик этого лепестка и в первый столбик следующего лепестка провязано 2 незаконченных столбика с одним накидом, с одной вершиной. И дальше все повторяется. В следующие 5 столбиков по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли, и в следующие 5 столбиков тоже по одному. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 незаконченных столбика с накидом, с одной вершиной, в последний столбик этого лепестка и в первый столбик следующего лепестка. 1 незаконченный столбик, и в первый столбик следующего лепестка второй незаконченный столбик с одной вершиной. Повторяем, еще раз покажу. 5 столбиков, каждый по одному. 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли, и в следующие 5 тоже по одному. 1, 2, 3, 4, 5. Остался один столбик, провязываю незаконченный столбик с накидом в последний столбик и в первый столбик следующего лепестка с одной вершиной. И так провязываю
в каждый лепесток. В конце ряда я провязала последние 5 столбиков, и теперь мне нужно связать столбик, 2 незаконченных столбика с одной вершиной. В последний столбик провязываю 1 столбик, и над первым столбиком следующего лепестка 1 незаконченный столбик. Провязываю их вместе и присоединяюсь к 3-й воздушной петле подъема. Это 5 рядов. Следующий 6-й ряд это будет последний ряд, и в первом мотиве он вяжется полностью. А в последующих мотивах именно в этом 6-м ряду будет происходить присоединение мотивов друг к другу. Итак, 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема заменяет столбик без накида. Над следующим столбиком 1 столбик без накида, и над следующим столбиком еще 1 столбик. Получается 3 столбика без накида вместе с воздушной петлей подъема. 3 воздушные петли. В следующий столбик 1 столбик без накида. В следующий столбик 1 столбик без накида. И в следующую арку 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушные петли. И в эту же арку еще 2 столбика без накида. 1, 2. Следующие 2 столбика по столбику. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. И в следующие 3 столбика по 1 столбику без накида. 1, 2, 3. Это 1 раппорт. Мы его провязали над одним таким цветочком. Их всего 8 у нас. Между раппортами также 3 воздушные петли. Даже более правильно будет сказать 1 раппорт вот так, вместе с 3 воздушными петлями. И повторяем этот раппорт. 1 петлю пропускаем. Это петля, где провязывалось 2 столбика незаконченных с одной вершиной. Ее пропускаем. Переходим на вязание следующего цветочка и провязываем также 3 столбика с одним накидом, 3 столбика без накида, 1, следующий 2, следующий 3. 3 воздушные петли. И дальше 2 столбика без накида в столбике, а 3 и 4 в арку. 3, 4. 3 воздушные петли. 2 столбика без накида в арку. 1, 2. А 3 и 4 в столбике. 3, 4. То есть в уголке у нас по 4 столбика. 3 воздушные петли. Дальше 3 столбика в каждый из столбиков. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Это я провязала 2 раппорта. И повторяем. 1 петлю пропускаем. Переходим на вязание следующего лепестка для цветочка. 3 столбика без накида, каждый по столбику. 3 воздушные петли. Дальше 4 столбика. 2 из них в столбике, 2 в арку. 3 воздушные петли. И снова 4 столбика, 2 в арку. 1, 2, 2 в столбике. 1, 2. 3 воздушные петли. И 3 столбика. 1, следующий 2, следующий 3.
3 воздушные петли. 3 раппорта я провязала. И так в каждый лепесток. Здесь легко запомнить. От начала лепестка вяжем 3 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. То есть 3, 4, 4, 3. Провязываем до конца ряда. В конце ряда провязала последние 3 воздушные петли и присоединяюсь к первой воздушной петле подъема. Соединительным столбиком. Все, нить обрезаю. Мотив готов. Я связала еще один мотив без последнего ряда, то есть 5 рядов, чтобы показать, как их присоединить. Как я сказала, присоединение происходит в процессе вязания 6-го ряда. По схеме присоединение происходит в местах арок из воздушных петель только в 3 по стороне. То есть в углах по схеме соединение не происходит. В том числе и при вязании соединительного мотива углы остаются свободными. Я попробовала так вязать, мне не понравилось, эти углы немного топорщатся. Вы можете вязать так, как по схеме, я вяжу немножко по-другому. Я также соединяю и воздушные петли, арки из воздушных петель в углах. Здесь 8 сторон в мотиве. Одна сторона от центра этого цветочка до центра следующего цветочка. И я эти места тоже соединяю. Сейчас я это покажу. Так, ниточку сейчас спрячу. Нитки все я заправляю с помощью иглы. Центральную я уже спрятала, продев сквозь столбики. И также эту. Нить я провожу сквозь столбики. И обрезаю. Теперь нам нужно найти в целом мотиве одну из сторон. Как я сказала, одна сторона это от центра одного цветочка до центра другого. Их видно. Углубление это между цветочками. Вот они. Вот центр и вот центр. Итак, начинаю вязать 6-й ряд этого мотива. 1 воздушная петля подъема, 2 столбик, 3 столбик. Мне нужно прийти в центр этого цветочка. То есть сначала провязываю до центра. 3 воздушные петли, так же как по схеме 6-го ряда, 4 столбика без накида. 2 из них столбики и 2 в арку. Теперь мне по схеме нужно провязать арку из 3 воздушных петель. Я провязываю так. 1 петлю провязала, нить немножко вытянула. И теперь, допустим, я буду присоединять к этой стороне. Здесь нет разницы, все стороны одинаковые. Я ввожу крючок в центр одного с лицевой стороны, в центр одного из цветочков. Дальше ввожу крючок в эту нить, которую я вытянула, и провязываю 2 воздушную петлю. 1 я уже провязала, это 2 и 3
арка из 3 воздушных петель связана. И продолжаю вязание 6-го ряда до следующей арки из воздушных петель. Здесь у меня по схеме идет 4 столбика, 2 из них в арку, 2 в столбике, 3, 4. И дальше снова арка из 3 воздушных петель. Точно так же присоединяю одну воздушную петлю, провязываю, ввожу крючок в следующую арку, в эту петлю и провязываю 2 воздушную петлю, затем 3 воздушную петлю и продолжаю вязание 6-го ряда. По схеме у меня 3 столбика нужно связать. 1, 2, 3. 2 места я уже соединила. И также точно. Здесь нужно опять арку провязать, значит, 1 воздушную петлю провязываю, ввожу крючок в арку на 2-м мотиве, в эту петлю провязываю 2 воздушную петлю и затем 3. Продолжаю вязание. Перехожу на следующий лепесток. 1 петлю пропускаю и провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше у меня снова арка из 3 воздушных петель. 1 провязываю, перехожу в следующую арку из воздушных петель 2-го мотива, подцепляю нить, провязываю 2 воздушную петлю и 3. И дальше 4 столбика. 1, 2 в столбике, 2 в арку. И последняя арка, 1 воздушная петля, ввожу крючок в арку этого мотива, опять подцепляю эту петлю, провязываю 2 воздушную петлю из 3 и 3. И вот таким образом я присоединила одну сторону. Присоединение, как я сказала, происходит только в арках из воздушных петель. За столбики ничего не присоединяется. И дальше я продолжаю вязание этого ряда до следующего, где мне нужно будет соединять. То есть здесь я провязала 4 столбика, 3 воздушные петли и продолжаю вязать, как вязала. 4 столбика, 3, 4, 3 воздушные петли и 3 столбика и так далее. То есть 6-й ряд провязываю до следующего места, где мне нужно будет соединять. Это так соединяется 1-й ряд полосы. Когда соединяется уже последующие полосы, там я сейчас покажу соединение такое же, только нужно будет присоединять не одну уже сторону, а 2 или 3 стороны. Это я покажу сейчас на самой юбке. Так у меня связан 1 мотив, также 5 рядов. И в 6-м ряду мне теперь нужно присоединиться к 2 мотивам. Присоединение происходит так. Боковая сторона также присоединяется, затем одна сторона пропускается на предыдущем ряду, 2-я сторона пропускается, и 3-я сторона пропускается и присоединяется. Здесь также пропускаем одну сторону и присоединяем к 4-й стороне. То есть здесь должно быть 4 свободных стороны, чтобы потом в центре связать средний мотив. Должно быть 4 стороны свободных. Итак, как это вяжется?
Также мне нужно дойти до серединки, до вершины цветочка. Я провязываю. Одна воздушная петля, заменяющая столбик. В следующий столбик второй, в следующий третий. 3 воздушные петли и 4 столбика. 1, 2 в столбике и 2 в арку. Третий, четвертый. И вот я пришла в центр этого цветочка, где мне нужно провязать арку из 3 воздушных петель. Одну петлю провязываю, петлю вытягиваю. И теперь начинаю соединение справа налево. Так. Вот так. Выкладываем. Всегда оно идет справа налево. Значит, эту сторону я оставляю. Присоединяться буду к этой стороне. Ввожу крючок в центр арки. Петля убежала. И подхватываю эту петлю. И также провязываю вторую воздушную петлю, затем третью. И продолжаю вязание. 4 столбика мне нужно провязать, 2 из них в арку, 1, 2, 3 и 4 в столбике. Это я вяжу 6-й ряд. Дальше опять у меня арка. Одну петлю провязываю, вытягиваю, нахожу следующую арку и через нее провязываю вторую воздушную петлю, затем третью воздушную петлю. Продолжаю вязание. По схеме мне нужно провязать 3 столбика. 1, 2, 3. Пришла к следующей арке, провязываю одну воздушную петлю. На мотиве нахожу следующую арку, ввожу в нее крючок и в петлю крючок. Провязываю вторую воздушную петлю, затем третью воздушную петлю. Продолжаю вязание. Одну петлю пропускаю, дальше у меня идет 3 столбика. 1, 2, 3 и следующая арка. Одну воздушную петлю провязываю, вытягиваю, ввожу крючок в следующую арку второго мотива и в петлю провязываю вторую воздушную петлю и третью. И продолжаю 4 столбика, 2 из них столбики и 2 в арку, 3, 4. И последняя арка, 1 столбик, одна воздушная петля, ввожу крючок в следующую арку связанного мотива, в эту петлю, провязываю воздушную петлю вторую и третью. Итак, к боковой стороне я присоединилась. Сейчас положу так. Теперь, чтобы получилось, как я сказала, 4 стороны, 2 у меня есть, 3 вернее. Эту сторону мне нужно пропустить. То есть провязать ее просто по схеме 6-го ряда и дальше присоединиться к боковой части следующего мотива. Таким образом вот видно, да, что я присоединилась к боковой части, и эту часть я просто провязываю дальше по схеме, не присоединяясь. Я провязала здесь в центре 4 столбика, арку из 3 воздушных петель и перехожу на следующую сторону, провязываю 4 столбика, 2 из них в арку, 2 в столбике.
3 воздушные петли и 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли, одну петлю пропускаю, провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли и 4 столбика. 2 столбики. 1, 2, 3 и 4 в арку. 3, 4. То есть одну сторону я провязала по схеме. И теперь мне нужно присоединить вот эту сторону. В центре останется 4. Одну присоединила, одну провязала свободно и следующую присоединяю. Присоединяю точно так же, справа налево, начиная от центра этого цветочка. Одна сторона от центра цветочка до центра другого цветочка. Итак, мне сейчас нужно провязать арку. Я провязываю одну воздушную петлю, вытягиваю ее, ввожу крючок в центр арки, в эту петлю и провязываю вторую петлю воздушную арки и третью. И продолжаю вязание. 4 столбика, 2 в арку, 1, 2, 3, 4 в столбике, 3, 4. Теперь следующая арка. Одну петлю провязываю, ввожу крючок в следующую арку из воздушных петель, подхватываю эту петлю, провязываю вторую воздушную петлю и третью. Продолжаю вязание. 3 столбика. 1, 2, 3. Следующая арка. 1 воздушная петля. Ввожу крючок в следующую арку, в эту петлю, провязываю вторую петлю и третью. Дальше одну петлю пропускаю и провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше снова арка. 1 воздушная петля, ввожу крючок в следующую арку, в эту петлю, провязываю вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю. Завершаю вязание этого лепестка, этой стороны, вернее, 4 столбика. 1, 2 в столбике, 3, 4 в арку, 3, 4. Следующая арка из 3 воздушных петель, 1 воздушная петля, провязываю одну, ввожу крючок в следующую арку мотива, подхватываю эту нить, провязываю вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю. И еще одной стороной я присоединилась. И вот сейчас я соединила эту сторону, затем провязала свободно, без соединения, вторую сторону, соединила третью сторону, и теперь мне нужно этот ряд довязать до конца по схеме 6-го ряда, чтобы этот мотив был довязан так же, как и все. Здесь я остановилась в центре цветочка, поэтому арку я уже провязала, присоединяясь, и продолжаю вязание этой стороны. 4 столбика,
2 в арку, 2 в столбике, 3 воздушные петли, 3 столбика, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, 1 петлю пропускаю, 3 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика, 2 в столбике, 2 в арку, 3, 4, 3 воздушные петли и продолжаю вязание по схеме 6-го ряда. Довязываю этот мотив до конца. Я довязала мотив до конца. Я начинала с середины стороны и также и закончила на середине стороны. Присоединилась соединительным столбиком, нить оборвала. Итак, я соединила по 2 сторонам, присоединила этот мотив. И теперь в центре у меня осталось 4 стороны свободной. И мне нужно связать соединительный мотив. Соединительный мотив вяжется также в арке, провязывается. С каждой стороны осталось по 3 арки. Если взять схему, здесь четко видно. Вот эти арки по 3 с каждой стороны. Именно в них провязывается соединительный мотив. Начать присоединение можно с любой из сторон. Для этого я присоединю нить. Просто зацепляю какую-нибудь петлю возле арки. Ниточка тоненькая. Вытягиваю нить, завязываю узелок, оставляя кончик, чтобы потом его спрятать. И начинаю соединение. Ввожу крючок в первую из 3 арок. И провязываю 3 воздушные петли подъема. Сначала нить сюда продену, и потом 3 петли. 1, 2, 3. Еще 1 воздушную петлю. Эти 3 петли заменили столбик, еще 1 воздушная петля. Теперь в следующую арку из воздушных петель провязываю столбик с накидом. Это 2 столбик, воздушная петля. И в следующую арку также столбик с 1 накидом. Это 3 столбик. Вот 3 столбика, между ними воздушная петля. Снова воздушная петля. И перехожу на следующий мотив. Также на стороне 3 арки из воздушных петель. Провязываю в первую арку столбик с 1 накидом, воздушная петля. Во вторую арку столбик с 1 накидом, воздушная петля. И в третью арку столбик с 1 накидом, воздушная петля. Перехожу на следующий мотив. Также 3 арки в центре. Провязываю столбик с 1 накидом в первую арку, воздушная петля, столбик с 1 накидом во вторую арку, воздушная петля,
и столбик с одним накидом в третью арку, воздушная петля. Осталась одна сторона, четвертый мотив. Также 3 арки, провязываю в них по столбику. Один столбик с накидом, воздушная петля, в следующую арку, следующий столбик с накидом, воздушная петля, и в следующую арку столбик с накидом, воздушная петля. Так. В каждую провязано с каждой стороны по 3 столбика. И теперь мне нужно присоединиться к третьей воздушной петле подъема, которую я вязала в начале ряда. Вот он, начало ряда моего. Присоединяюсь к третьей воздушной петле подъема с соединительным столбиком. И следующий ряд состоит, здесь я провязала с каждой стороны по 3 столбика, всего 4 стороны, 12 столбиков. Следующий ряд состоит из 12 столбиков без накида. То есть воздушные петли я уже ничего не провязываю, а провязываю по одному столбику без накида в каждый столбик с одним накидом. Значит, над первым делаю одну воздушную петлю подъема, заменяющую столбик без накида, и перехожу сразу в следующий столбик без накида. Это второй столбик без накида, и следующий столбик, третий столбик, уже без воздушных петель. 3 столбика. Переходим на следующую сторону. Вот 3 столбика следующей стороны провязываем. 4 столбик без накида, 5 столбик без накида и 6 столбик без накида. Переходим на следующую сторону, следующие 3 столбика провязываем. 1, 2, 3. Только над столбиками. И осталось 3 столбика. Над ними также провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3. И присоединяюсь соединительным столбиком к воздушной петле подъема в начале ряда, которую вязала. Теперь нить обрезаю. Вытягиваю и заправляю. Соединительный мотив готов. Такими мотивами можно связать, конечно, не только юбку, но и любое другое изделие. Когда я свяжу юбку, я покажу, как я оформила верх, пока я не знаю, буду думать. И также дам все свои расчеты и размеры. А на сегодня у меня все. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Большое спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.